Привет, друзья! Дежурное напоминание. Этот ролик не мастер-класс, это не гайд, как и все ролики на этом канале. Это развлекательное видео. Передо мной стоит задача, и я ее в меру своего понимания выполняю. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Вот я вам предоставляю это удовольствие. Удовольствие номер 3. Поехали! Сегодня у нас подоконники. Подоконники, окрашенные водоэмульсионной краской, водоразбавляемой краской. Почему эти подоконники? Почему они такие, эти подоконники? Почему они так покрашены? Эти вопросы я буду игнорировать. Это не мое дело и не ваше тоже. Факт. Есть подоконники, на них водоэмульсионная краска, она там не нужна собственникам этих подоконников. Моя задача эту краску удалить. Давайте посмотрим, что и как у меня получается. В квартире идет ремонт, радиаторы закрыты. Тут немножко пыль, неважно. Вот этот подоконник не очищенный. Вот так он выглядит. Им уже, наверное, годик этим подоконникам. Где-то их покоцали, где-то еще чего-то. Много вышло желтых пятен. Вот где сучок. Вот видно, он же из бруса, да? Видно вам. Вот здесь брус желтый. Вот этот брус полностью желтый. Видите? Тоже сучок, желтые пятна, все повыходило, да? И задача убрать такую краску. Некоторое количество подоконников я уже почистил. Выработал какую-то, не знаю, некую системность действий и хочу просто показать, как вот у меня получилось и что получается в итоге. Вот такая вот поверхность получается. Если не знать, что здесь была краска, то можно сказать, что он чуть-чуть местами может быть запылен, запачкан. Нет, здесь краска была, я так очистил. Как бы до состояния нового. Вот так получилось. И вот я в процессе работы над еще одним подоконником. Да? Я работаю, обрабатываю химическим путем, работаю я растворителем. 646 растворитель «Вершина». Вот там в баночке еще есть ацетон и есть вот такой вот товарищ Космофен, номер 10. Так, но сначала я покажу ход мысли, как я дошел до жизни такой, как я дошел до этого растворителя. Для экспериментов возьмем подоконник, который предстоит еще обрабатывать, нетронутый подоконник. Первый подоконник, который я начал только обрабатывать, как слабая мысль, я думал, просто можно будет шлифануть, можно будет пошлифовать. И поэтому я взял 80-й диск, вот новый 80-й диск, взял машину орбитальную, вот, и попробовал сделать это. Ну, давайте попробуем сейчас все вместе, ну, поскольку мне все равно обрабатывать. Лайфхачик сейчас будет, маленький лайфхачик, да? Как бы мне неудобно же одной рукой мне все делать. Шкант. Обычный шкант. Впихиваем 2 шканта. И, а ну-ка, иди-ка сюда. Ну-ка. Мне неудобно. Ага, вот так, вот. Ровно. Относительно ровно попали в отверстие, да? Шканты очень удобно. Убираем шканты и можем работать. Вот так получилось. Так, сколько-то пошлифовали, где-то краска чуть-чуть местами остается, да? И самое главное, вот что. Вот. Залипает краска, нагревается, когда происходит движение. Банальное трение работает против нас, забивает нам диск, собственно, шлифовальный. И вот там она сидит, то есть ее оттуда еще отковырять попробуй, эту краску. Вот, и такое качество где-то получается финальное. Где-то, где выступает, где бугорок, там она, в принципе, счищает. Но где-то, где вот чуть-чуть как бы углубление, ну вот все, надо дальше ее сошлифовывать. И вот здесь полочка на колевке, да, ну это колевка, скорее всего. Здесь полочка маленькая, и шлифуя сюда, мы еще ее уменьшим. Она вообще минимальная, 2 мм здесь. В общем, мне не понравилась вот эта работа. И я взял тогда просто наждачную бумагу. Наждачная бумага Мирка номер 80. Я попробовал работать ею. А ну-ка, складывайтесь, пожалуйста. Как ею можно шлифовать, да? Ну, хотелось попробовать. Ну так, не особо. Потом я наждачку смочил в водичке. Это же какая у нас? Водоэмульсионная краска. Если ее немного увлажнить, по идее, она должна пойти лучше. Давайте посмотрим. Угу.
видно. Результат видно сразу, да? В руку стану справа. Но наждачка таким образом очень быстро приходит в негодность. То есть она сразу моментально начинает забиваться. Результат лучше. Уже лучше, да? Можно еще немножко. Так, уже все забилось. Чистую возьмем. Ополоснем. А тут мне воды налилось. А ну-ка отсюда давайте. Брысь. Так. Ну вот. Вот так получилось. То есть хорошо, ну, опять же, смачивать этот подоконник, это все не очень-то хорошо, но оно получается. Почему? Вот, чистенько. Но я когда делал, я вот не знаю, вам видно, не видно, чуть-чуть подрывает волокна бумажка, естественно. Конечно же, она чуть-чуть волокна подрывает. Вот. Вот здесь видно, вот здесь видно. Вот, чуть-чуть как бы, немножечко достает их. Это хорошо, это работает, так можно бы и делать, наверное, но это и стирает руки, во-первых, пальцы, а я перчатки ненавижу терпеть. И, ну, как бы пальцы хорошо стираются на 80-ке. Ну и плюс огромный расход. То есть немножко пошкурил, она дальше все, мочалка и выкидываешь ее. Не особо мне понравилось таким образом удалять. И у меня нашелся растворитель. У меня капелька была растворителя 646-го. Я капнул, и оно пошло. Ну, давайте посмотрим, как это будет работать. Ну и вот. Вот я. Водоэмульсионная краска, да? Вот я его ногтем, несуществующим каким-то. Ну вот я ее как бы вытираю. Просто я ее стираю пальцем. Если так засесть, то можно, в принципе, пальцем ее всю вытереть, смачивая при этом немного. Ну, вот так как-то это работает, да? Вот такая вот водоэмульсионочка, вот она. Вот. Это я только что вышкурил пальцем и ногтем чуть-чуть. Вот. Как-то так. Ладно. У нас есть 3 товарища. Хочу просто отдельно их показать, как они работают. В баночке у меня ацетон. Обычный ацетон вершина. Давайте посмотрим где-то, где-нибудь. Пускай здесь будет. Чуть-чуть капну. Капнул. Теперь немножко разотрем его. Угу, попробуем снять. Я вот таким ножиком пользуюсь. Ну, как-то он... Так, я его как-то заточил. Вот просто обычный советский нож столовый. И он туповатый немного, чтобы не зарезать материал. Ацетон работает. То есть многократно можно нанести, как-то смыть им. Видимо, работает, да? Хорошо работает. Один минус у ацетона. Время экспозиции очень быстро. Он очень быстро испаряется. То есть он мало времени работает с краской. И там уже дальше сухо. Я смачивал, но уже туго идет. В общем, он подсыхает быстро. Товарищ этот. Ладно, я думаю, понятно. Так, следующий это Космофен 10, который Cosmo CL300-120. Давайте его попробуем, капнем где-то рядом. О, много получилось. Прям налил его. Ну-ка, ну-ка. Надо использовать эту возможность. На банке написано, что это этилацетат. Уксусный спирт. Спиртовый уксус. Эфир, короче. Уксусной кислоты. Вот что. У него экспозиция подольше будет. Вот еще липнет. Вот, видно, да? Можно сдирать, ну попробуем. Мне вот он больше всего понравился, наверное, вот на первую обработку. Он хорошо так схватывает. Работает, прекрасно работает. Космофен работает хорошо.
с одним но. Я пользовался бы им, но он здесь, в этой квартире, куплен для каких-то других целей. Я просто им попробовал, да, прикольно работает. Работает. Можно делать им, наверное, снимать водоэмульсионную краску. Ну и посмотрим растворитель. 646. Как он по сравнению с ними всеми будет действовать. Так, размажем немножко его на большую площадь. Дадим чуть-чуть постоять, питаться, сработать. Ну, поехали. Наверное, так достаточно будет. Нет, мало. Надо чуть подождать. Вот так он работает. Но мне почему-то, как бы по ощущению, прям, вот я же с ними тут нахожусь, с этими товарищами всеми, да, вот с этими банками. Мне как-то вот Космофен чуть-чуть как бы попроще показался. Ну, растворитель, во-первых, дешевле в 2 раза, чем вот этот товарищ, чем Космофен. Ну, и он у меня есть, скажем так. Почему-то мне им пошло лучше. Ну, вот тоже. Вот работа растворителя, вот Космофен. Хотя, вот сейчас смотрю, да вроде растворителем даже лучше сделал. Ну вот ацетон. Ацетон, кстати, там до сих пор липкий. А, я, видимо, что-то сверху плеснул. Ну, как-то вот так. Ладно, хорошо. Посмотрели растворитель, посмотрели Космофен и посмотрели, там в баночке у меня был где-то тут ацетончик. Ладно, хорошо. Сейчас перейдем на вот этот полигон и сделаем небольшой участок растворителем. Я покажу, как я, ну, какую систему действий я выработал. Возможно, кому-то это будет интересным. Так, изначально вот у меня такая кисть грязная, да, я ею пытался, размочаливал прям вот краску, она засохла. Ну, ничего, отмоется. Я просто размочаливал краску очень сильно, там убирал, чего-то такое. Но потом я отошел от этого плана, мне не понравилась эта идея. А стал пользоваться просто кистями, просто кисточками. Вот такие вот. Сейчас нальем туда растворителя, вот так, не дозакрывая крышку, да, вот можно так вот лить, чтобы немного было, потому что если его много нальешь в банку, то он как бы будет испаряться, это неэффективно, он просто будет испаряться и придется этим дышать еще. Вот, налил в баночку. Так, кисть со вчерашнего дня у меня тут засохла чуть-чуть, нормально. Так, итак, задача, наносим, сначала наношу. Небольшой участок, чтобы я мог его эффективно обработать за время работы самого растворителя. Вот он, да, вершина. Растворитель, вершина делает прям адовые штуки. Растворитель у нее, конечно, хорошие. Специально показываю вот с этим усложненным участком. Так, дали чуть-чуть времени, да? Ну, вот еще жидко. Чуть-чуть пускай прихватится. Ну вот, вроде бы да. Так, перехвачу другую руку. Перехватил камеру в другую руку. Вот у меня есть такой инструментик, это шпатель, ручка от шпателя, да, сломанный шпатель был. Вот так как-то он согнулся, я его отломил, и можно, в принципе, что-то делать. Не очень-то мне он в руке. Мне почему-то вот этот нравится. Он туповатый немного, так ничего не зарежешь, но зато можно вот так делать, быстро-быстро. Шуршать вилкой, чистить, да? Чисти вилкой, быстро чисти. Угу. Лах. Даже вот здесь, на краю вот этой полочки, прямо на ребре, я его не режу. И вот эти лохмотья, пожалуйста, подальше. Так, вот здесь можно вот так зубиком. Аккуратненько. У меня тут склад инструментиков разных. Он сломанный ножик, я его не выбрасываю. Почему? Он очень манипулятивный в руке, мне жалко его. Давно я его сломал. И вот так можно еще. А, уже подсохло чуть-чуть. Ничего. Ничего. Угу. Скажем, какую-то первичную очистку я совершил, да? Уже. Хорошо. Теперь еще раз увлажню. Или нечем? Или есть чем? Есть чем. Еще раз растворителем. Да, влажно, нормально, работает. И сделаю все то же самое. Но, правда, я начну вот отсюда, прямо с этого места, поскольку там чуть-чуть красочка имеет
свойство оставаться, хочется и там быть. И вот от себя туда на грязное скидываю лохмотья. Угу. И еще раз получилось. Уже лучше стало, чище. Пожалуйста. Капну. Еще немножко капнем. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот так рационально будет. Иначе нальешь его полную банку, он будет испаряться, просто вонять еще будет. Ну, как бы и будешь удушаться. Хотя, на самом деле, там толуол. Толуольная зависимость. О, да. О, да. Теперь чуть-чуть помою. Так, и теперь я возьму этот лезвийка, обычное лезвийко, ножик, и вот так вот это, и вот сюда прям, сочно, сочно вытираю об этот короб. Те товарищи, которые придут потом его снимать, и на самом деле я подчищаю за собой, но все равно не идеально же. Вот будут мне спасибо говорить. Вот так. По чуть-чуть. Мне вот здесь не нравится переход, где... Даже она размывается, красочка растворителем, хорошо. Вот так. Можно взять маленькую кисточку и вот сюда еще. Вот так вот, вот так вот. Такую, ну, она длинная, но маленькая. Маленькая. Хорошенько тут прочистить, чтобы не оставалось краски. И опять то же самое. Угу. Ну как? Хорошо? Нет, не очень-то хорошо. И теперь финальный штрих. Как обычно я закрыл. Каплем сюда растворитель чуть-чуть. Туалетная бумага. Я нарвал изначально туалетной бумажки. Как самый простой расходничек, вытираю за собой. Вот просто обычная туалетная бумага. Самая доступная. Вот. Вот эти белые штучки, это углубление. Там краска застряла, либо там шпаклевка. Не знаю. А нет, краска. Выговорилась. Ну, можно достать. Можно еще разочек так сделать. Еще разочек. Опять чистой бумажкой начисто прочистить. Хорошенечко. Хорошенько прочистить. Вот. Вот так как-то у меня получилось. Так я делал, собственно, все подоконники. И они получаются вот такие. Чистенькие. Считаю, что вот это готово. Вот отсюда красочку убрал. Все чистенько, все хорошо. Ну, в принципе, прекрасно. Замечательно. Вот так даже. Вот здесь тоже хорошо убирается. Надо будет еще чуть-чуть наждачной бумагой подработать, вот скругление. Ну, понятно, там торец, да? Там такая штука. Но это уже потом будет. Вот и закончил вот этот подоконничек. Вон сколько мусора. Бумажечек этих, да? Ведь маленький кусочек же сделал. Ну так, ну еще с той стороны было. Там примыкание к окну. Про примыкание к окну можно было пробовать чистить феном, как вариант. Но после фена все равно остается, как бы в волокнах остается краска. Пришлось бы перешкуривать еще раз и еще раз. И подход к окну, окно крашеное. То есть, что с ним будет дальше, мне неизвестно. И я стараюсь защитить его. Как я его пытался защитить, собственно, я так делал уже, да. Здесь обычный скотч. Вот. Я клеил скотч прям в пыль. Клеил прям в пыль туда скотч. Ну вот, подорвал с той стороны. Кстати, про инструментик. Тоже я перепрыгиваю с темы на тему, но у нас тут не срежиссировано. Обломок ножа, вот так заточенный. Удобно что-то подорвать. И я его использовал вот здесь тоже местами.
То есть вот здесь в углублениях прочищал. Как бы вот так. Можно и делать. Как-то вот так. Ну и вот вообще вот так вот что-то там почищать. Довольно удобно. И иногда бывает удобно. Ладно, про скотч. Он прям на пыль. То есть каких-то следов клея там не остается. Вот. Ну оторвался. Ну понятно, короче. Примыкание. Обычный скотч защитил от растворителя. Вот. Примыкание чистое. Потом дальше оторву. Вот так получилось, да? Как по мне, нормально. Вот. И в целом по этим подоконникам я доволен своей работой. Вот такое бывает редко, потому что у меня ОКР, не знаю, там паранойя, все вместе, короче. Мне все время все не нравится. А вот здесь мне прям нравится. Да, можно было где-то лучше, но в целом сделано, как мне кажется, довольно-таки хорошо. Мне действительно понравилось вот эта работенка. Ну, что такое нравится, не нравится, да? Вот, что можно об этом сказать? Что присутствует такая некая радость созидательного труда, да? Я смотрел какой-то ролик какого-то товарища на ютубе, который занимается ремонтом, и он говорит, типа, вот я работаю, для меня главное деньги, а мой труд, то, что произошло, какой-то там объект появился новый, для меня это производное. То есть главное деньги, а мой труд это как бы производное от моего желания. У меня наоборот. То есть мне хочется, чтобы работа доставляла максимальное удовольствие, потому что по факту время жизни происходит больше на работе, чем дома. По факту осознанного времени жизни, ну вот лично у меня, его больше на работе, чем, ну там, ты приходишь домой, ужинаешь и спишь, там, потом просыпаешься, идешь на работу, иногда выходные, но осознанное время жизни, оно происходит максимально на работе. И хочется, чтобы это приносило удовольствие. Ну, вот. Так что я сразу вспоминаю, там, вот это, по-моему, там, Борис Борисович, да, там, Иннокентий стоит за токарным станком, наблюдая вращение деталей, да, вот этот, или там, у Сорокина, по-моему, да, 30-я любовь Марины, там тоже описано вот это вот чувство, кайф именно созидательного труда, когда ты действуешь, и у тебя что-то получается, и ты доволен тем, что получилось. Вот такое мнение. Так что, да, я доволен тем, что получилось, и как оно получается. Стояла задача, и она выполнена. Ну, не быстро, конечно, не быстро. Такой подоконник, он где-то метров 40, наверное, на 60, плюс вот этот поворотик. Еще если развернуть, ну, под квадратный метр, наверное. У меня на такой подоконничек, наверное, часов 5 уходит. Но зато какой результат. Результат хорош. Да. Нравится, определенно нравится, как получилось. Ну, лично мне. Может быть, это и не быстро так делается, да? Но результат мне очень, повторюсь, нравится. Да, определенно. Ну вот как-то так идет эта работенка с подоконниками. Да, может быть, можно было взять какой-то другой растворитель, другое средство, можно было делать как-то по-другому. Но мне почему-то вот так зашло, вот так делать, и я вот так делаю. Может быть потому, что в составе 646-го растворителя присутствует толуол в процентном соотношении 50, по-моему, 50% толуола. Толуольчик. Да, помним, толуольная зависимость, и мне очень хорошо и приятно работать. Вот. Надеюсь, что вам тоже было хорошо и приятно посмотреть за тем, как мне хорошо было приятно работать. Всего вам доброго, до свидания, пока-пока.